Привет, ты на канале. Лавкрафт. За всю жизнь я пересмотрел огромную кучу роликов на YouTube и могу заявить тебе экспертно, что до этого крафт был полная хуйня, но теперь за дело принялся я. Не так давно я собрал себе вот такой замечательный мини-гриндер. Обязательно посмотри это видео, ссылочка будет в описании. А сейчас я тебе расскажу и покажу, как сэкономить 5000 рублей и сделать отличный модуль для выведения спусков. Барыги на Озон совсем охуели. За простейшее устройство денег хотят, как за самолет. А сюда глянь. Сколько? 9136. Да ты что, охуел, блядь, сука? И чтобы не спонсировать всяких уебанов, буду делать сам. Из материала мне понадобится лист советского текстолита, уголок 75 на 75, металлическая пластина толщиной 15 мм, кусочек пластины 8 мм, а также вот такая петля, называется она рояльная. Пару ручек от старого сверлильного станка и, конечно же, пружина. Ну и самое главное, что мне понадобится, это 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Не могу нарадоваться приобретением разметочного штангенциркуля. Это очень удобная вещь. Советую тебе приобрести такой инструмент. Все заготовки вырезаю при помощи искрящей женщины из Болгарии. Дальнейшую обработку буду производить ручным инструментом, а более точную на гриндере и наждаке. Из 1,5-сантиметровой пластины изготовлю струбцину для крепления заготовки к модулю. В нижней пластине решил сделать паз для деталей механизма регулировки. Таким образом, скрою все сварочные швы, да и в целом так будет надежнее. В заготовке для струбцины удаляю ненужную часть, затем просверлю отверстие и нарежу резьбу М8. Струбцина готова. Теперь настало время соединить пластины. Присоединять петлю будут болтами под шестигранник с резьбою М3. Интегрировал рояльную петлю на заготовку. Это очень хорошая петля. Какие-либо люфты на ней отсутствуют. Следующим этапом сборки будет нанесение разметки под будущее отверстие. При выполнении этой операции буду использовать все тот же мой любимый разметочный штангенциркуль. Раз, два, три, и все готово. Ты только посмотри, какая красота. А главное, все ровно и четко. Получается у вас действительно. Насверлил я 37 отверстий и нарезал в них резьбу М5. А под рукоятки нарезал резьбу М8. Ну вот как-то так. Уже вырисовывается будущий шедевр. Теперь нужно немножко поработать со сваркой. Как же я кайфую от полуавтоматической сварки. Я раньше думал, что я хуёвый сварщик, но хуёвый оказался электродный инвертор.
А работать полуавтоматом – одно удовольствие. Дуга зажигается с первого раза, и процесс сварки превращается в радость. Из латунного кругляка решил изготовить барашки для струбцины, а также для винта, который задает угол на модуле. Трение металл об металл не самая лучшая идея, поэтому, чтобы свести трение на минимум, снизу модуля прикреплю пластину из текстолита. Пластину крепил при помощи болтов М3 с потайной шляпкой. Посмотри, как все ровно и изумительно. Умеете, могете просто. Отрезал пружину нужной длины и установил ее на модуль. И работа практически готова. Но поскольку ты на канале Lovecraft, сейчас произойдет чудо. Прямо на твоих глазах из этой груды металлолома при помощи несложных манипуляций и золотых рук я изготовлю произведение искусства. Но перед тем, как творить шедевр, нужно обязательно плюнуть и дунуть на заготовку. Ведь, как утверждает Амаяк Акопян, обязательно нужно дунуть, иначе чудо не произойдет. наружную сторону модуля обрабатываю жидкостью для холодного воронения. Всю остальную поверхность покрашу краской в цвет станка. Покрасил все части краской с молотковым эффектом и приступаю к сборке. А ты наслаждайся просмотром и получай от этого зрительный оргазм.
Ну что, мой дорогой зритель, время испытаний. В качестве подопытного буду использовать лезвие от старой овощерезки. Фиксирую бланк при помощи болтов и для надежности прижму хвостовик с трубциной. Не зря же я ее делал. Накидываю на себя весь комплект СИЗ и приступаю к ворку. Как я считаю, самоделка получилась отличной. Она не только красивая, но и функциональная. Посмотри, какие ровные спуски. Если тебе понравилась моя работа, ставь лайк и подпишись на канал. Также буду рад видеть твои комментарии и отзывы под видео. Еще я тебе рекомендую посмотреть видео, как я собирал этот чудесный гриндер. При работе на станке стружка летит в разные стороны. Это совсем не дело, но сейчас я эту проблему решу с помощью печенья. Ну вот такой топовый станок у меня получился. В следующем видео я тебе покажу и расскажу, как с помощью старинного китайского способа сделать отличную приспособу для заточки сверл. Поставь колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Не забудь поставить лайк и написать коммент. Это помогает продвижению канала, тем самым мотивируя автора снимать видео еще более лучше и качественнее. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего, друзья.